Здравствуйте, друзья! Сегодня бы хотел рассказать вам об обработке кузова автомобиля пушечным салом. Значит, почему я пришел к пушечному салу? У меня был автомобиль Таврия, он был обработанный обычной мастикой битумной. Все, он выглядел красиво очень, пока в один момент у меня не треснул кузов. Оказалось, под мастикой он у меня сгнил. То есть в мастике появились какие-то трещинки из-за того, что кузов был слабенький, и оно начало потихонечку подгнивать. И вроде оно и не видно было, на вид все черненькое, красивое, но оно сгнило. Поэтому я, почитал форумы и спросил у людей, которые занимаются кузовами много лет, посоветовали пушечное сало. Либо в чистом виде, либо мешать там с отработкой, с маслом трансмиссионным, с другими смазывающими веществами, там, с консервационным маслом. Ну, у меня было масло трансмиссионное обычное, 80В90, я мешаю с ним. Значит, двух видов бывает разное пушечное сало. Вот у меня одного производителя, это украинский производитель, оно такое более твердое и продается по килограмму в таких кусочках, четко на ощупь как сало. Есть российского производства, оно чуть больше на солидол или литол похожее, но чуть более густое. Оно в таких продается в баночках. Стоит оно недорого. По украинским ценам это у нас где-то 55 гривен килограмм в рознице оно продается. Значит, для обработки автомобиля этого, в принципе, я промазал изнутри дно багажника, у меня ушло 3 килограмма. На передние подкрылки снял, промазал там, ушел килограмм. Так. Как его готовить? Видите, что в таком виде вы его не намажете. Оно очень быстро застывает. Вот при помощи такой маленькой однокомфорочной электрической печки, видите, вот оно потихоньку расплавляется. Надо его довести до жидкого состояния, чтобы оно не сильно кипело. И быть очень осторожным. Пока оно жидкое, надо его сразу брать кисточку и наносить. Сейчас я дальше вам покажу результаты этого, потому что снять сам процесс нанесения очень тяжело. Это надо делать быстро. Если вы заливаете в пороги, берете в шприц, то у вас шприц начинает плавиться после нескольких заходов. Потому что специального оборудования у меня, к сожалению, никакого нету. Вот. Значит, здесь у меня в составе пушечное сало плюс где-то 1/4 масла трансмиссионного. Лить отработку не советую, потому что я попробовал сначала мешать с отработкой. Вонь получается неимоверная. Если вы это зальете в пороги, у вас очень долго в машине будет вонять. Обычное трансмиссионное масло, вот 80В90, оно не такое вонючее. Нигрол, ТАТ-17 и тем более отработка очень воняют. Так, вот мы его развели до жидкого вида. А теперь при помощи обычной кисточки берем и наносим на металлическую поверхность. Вот в принципе вся хитрость. И будет служить это долго и счастливо. Я вам не могу сказать, через сколько времени его обновлять надо. Я еще не пробовал. Но по сравнению с мастикой это намного лучше и намного получается дешевле. Все. Я полез в яму. Сейчас я обработаю участочек и покажу, как оно получилось. А вот так происходит процесс. Просто оно уже такое жиденькое. Берем кисточку и простыми движениями наносим. Вот в принципе и вся хитрость. Получается вот оно такого вида. Здесь очень плохое освещение. То есть на первый взгляд у него вид, как будто вы обмазали все солидолом. Через буквально 5 минут оно застывает и становится такое на ощупь действительно как сало. Все. Вот можно сказать, этот участок дна обработан. Причем обработан, тут часть покрашенная, часть погрунтованная, часть просто грязная. То есть для того, чтобы его обработать, надо взять веничек или щетку и смести то, что плохо держится. Вычищать до краски не обязательно. Все. При нагреве, когда автомобиль в жару будет очень горячий, оно будет более жидкое и будет протекать во всякие трещинки.
В мороз оно просто сохранит свою эластичность, и в отличие от битумной мастики, оно не будет трескаться. Вымоет ли здесь водой и камушками? Да, возможно. Как и любую мастику, там, где попадают камушки, они получаются как пескоструйка, и оно вымоет что угодно. Поэтому через какое-то количество лет, в зависимости от интенсивности езды, условий использования дорожных, надо будет процедуру повторить. Через сколько, не могу сказать, не знаю. Это вам надо смотреть по своему автомобилю. Ну, получается так. Самый, скажем так, дешевый и простой способ. Так вот выглядит уже обработанный участок. Обработанный здесь он пушечным салом вперемешку с трансмиссионным маслом в соотношении 3 объема пушечного сала, 1/4 масла трансмиссионного. Брал трансмиссионное, так как оно самое дешевое. Вот это 80 В90. Значит, обработал я месяца 2,5 назад. Сюда попадала даже влага, у меня хэтчбэк. Периодически он подтекает, когда сильный дождь, ничего сделать не могу. И вода просто с него скатилась, высохла и все. Значит, как видите, сейчас на улице в данный момент +9. Оно мягкое и липкое на ощупь. То есть открытые поверхности такие, они, ну, их нельзя оставлять в открытом виде, потому что вся ваша одежда, чем вы оботретесь, будет испачкана. Но так как здесь оно под ковриками, его не сотрешь. Вот видите, он коврик. Его не сотрешь, не испачкаешься, и оно никуда не денется. Поэтому очень получается удобно. Значит, по поводу расхода. Я обмазал полностью, это у меня Ford Sierra, полностью дно и багажник изнутри. На это у меня ушло 3 килограмма пушечного сала. Ровно 3. И где-то литр трансмиссионного масла. Но я заливал во все пороги. Как в пороги заливается? В пороги заливается расплавленное пушечное сало на печке. При помощи шприца оно очень быстро остывает, и надо быстро в порог залить, потому что оно в шприце уже стынет и становится вот таким вот липким. Значит, в чем плюс пушечного сала? В отличие от других мастик битумных, пушечное сало, оно всегда остается эластичным и липким. И оно отталкивает воду. И самый главный плюс пушечного сала, его можно наносить даже на ржавчину. Как вы видите здесь, оно здесь ничего не подготовленное. Кое-где ржавчина по углам, намазано поверху, и все нормально. Если вы так сделаете с битумной мастикой, то это закончится тем, что она просто отпадет. А это пушечное сало проникает во все дырочки и трещинки.